Сейчас 2 часа ночи. Мне почему-то резко захотелось начать усиленно заниматься спортом, стать миллионером и открыть собственную компанию по спасению морских котиков. Но почему же все-таки так происходит? Это можно объяснить так. У нашего мозга есть 2 направления. Одно из них умная, научная часть, а вторая творческая, которая дает нам эмоции и подкидывает классные идеи. Вечером становится меньше света, организм начинает готовиться ко сну. Умные полушария ложатся спать, и к нам в голову начинают приходить крутые идеи. Завтра обязательно за них возьмусь, говорите вы себе, но в следующий день вы ничего не делаете, погружаясь в повседневную пучину сомнений. Но как же с этим бороться? Если вы чувствуете сильное желание прокрастинировать, возьмите ручку, бумагу и запишите задачу, которую можете сегодня закрыть. Ничто так не мотивирует, как собственный прогресс. Также для полноценной продуктивности вашего организма нужно соблюдать режим, правильно питаться, заниматься спортом. Казалось бы, очевидные вещи, но иногда нужно просто услышать и принять. Лично я ложусь спать вовремя, правильно питаюсь. Четко представьте себе разницу между тем, что у вас есть сейчас, и тем, что будет после выполнения необходимого. Желательно, чтобы в конце вы получали преимущество перед текущим положением дел. Ну а сейчас давайте разберем несколько интересных направлений, которые могут вас заинтересовать. Например, программирование. И поверьте мне, программирование это не только переведение чисел десятичных систем в двоичную, настройка Wi-Fi и починка принтера. По мне, самые интересные направления это веб-программирование, то есть создание сайтов, геймдев, разработка игр и остальная разработка ботов, приложений и так далее. Работу сайта обеспечивают одновременно несколько технологий: обработка запросов на сервере, отрисовка самого сайта у пользователя и просчет логики на стороне пользователя. Можно углубиться в одно направление или изучать все сразу. Это намного интереснее, присутствует смена деятельности. На выходе ты можешь получить готовый сайт. Для разработки игр можно написать собственный движок, разобраться, как это работает, либо же использовать современный игровой движок, такой как Unity или Unreal Engine. Для этого нужны минимальные знания программирования. Вот посмотрите, это 3D графика или реальная жизнь? Сложно дать ответ. Кстати, он в комментариях. Ну а Discord, Telegram и других ботов вы уже видели. Вы можете придумать, что реально классный и полезный, и вашим продуктом будет пользоваться весь мир. Например, Discord бот Mi6 моделирует 6,5 миллионов серверов по всему миру. Ну и для тех, кто еще не знаком с программированием, давайте рассмотрим пример, как это делается. Например, если бот принимает сообщение «Привет». Оператор if в программировании обозначает «если». Мы смотрим, если наше послание равно слову «привет», то мы отправляем приветствие в ответ. Вот так. Как следующее интересное направление я выбрал 3D моделирование. Классные 3D модели 3D визуалочки, например, такая. К тому же есть бесплатная программа Blender, с помощью которой все это дело воплощается в жизнь. Еще один молодежный прикол — это маски Instagram. О них я уже делал видео, ссылка в описании. Также востребованными и не менее интересными профессиями в будущем сервис LinkedIn назвал: специалист по искусственному интеллекту, инженер-робототехник, специалист по базам данных, инженер по сбыту, инженер по интернет-безопасности и еще много других профессий. Ссылка на статью в описании. Кстати, я забыл упомянуть еще одно интересное занятие, а именно создание видео на YouTube. Это вот то, чем я сейчас занимаюсь. Написание сценария, съемка, монтаж, заучивание текста. Так вот, немаловажную часть продвижения видео составляет средняя продолжительность просмотра. Так что спасибо, что смотрели это видео до конца. Подпишитесь, поставьте лайк. Каждый новый подписчик — это мотивация для меня делать новое видео. Ссылки на все в описании. Развивайтесь и ставьте себе цели. Всем пока. Дальше больше.